Здравствуйте! Если вы совсем недавно пережили болезненное расставание не по своей воле, если вы продолжаете ждать возвращения теперь уже бывшего любимого человека, если вы не спите, рыдаете по ночам и не представляете, как вам дальше жить без продолжения вот этой вот любовной истории, в общем, если вы считаете себя брошенными, то мое коротенькое выступление сегодня будет для вас. Конечно, оно жизнеутверждающее и утешительное. Я нисколько не обесцениваю ваших страданий. Я знаю, что расставаться невыносимо больно. Так уж устроен человек. Нам сложно кого бы то ни было терять, особенно когда мы категорически к этому не готовы. Но позвольте мне предложить и свою альтернативную версию происходящего. И она такая. Есть плюсы. Если вы присмотритесь, они есть плюсы и бонусы. И первый такой. Если вы продолжаете ждать возвращения вашего любимого человека, несмотря ни на что, это значит, что вам на жизненном пути встретился, скорее всего, по-настоящему правильный герой. И вы не разочаровались в нем, не разочаровались в себе и в любви в целом, в принципе. Второе. И это дорогого стоит. Это значит, что вам удалось по-настоящему глубоко эмоционально включиться в коммуникацию с другим человеком. Удалось влюбиться. Поверьте, многие люди проживают жизнь, так и не встретив свою собственную любовь и не познав себя в конечном итоге. Нечего будет вспомнить и рассказать. Ну и третий очевидный такой заметный плюс в том, что вам есть чего ждать и есть на что надеяться. Как правило, в таких драматических, незавершенных любовных историях постороннему глазу видны пустоты, такие вот провальные места, которые достаточно просто заполнить для того, чтобы отношения эффективно восстановились и двое снова стали вместе, оказались вместе и были бы счастливы. Первая карта покажет, что было между вами на самом деле. Как это назвать одним словом? Начнем с того, что между вами была еще одна женщина. По крайней мере, какие-то другие женские энергии. Или, может быть, вас связывали дела или работа. Изначально вашего избранника в вас привлекали возможности. Возможности отчасти даже не романтические. Может быть, он хотел через вас выйти на каких-то людей, установить какие-то контакты. Кому-то, в конце концов, понравится, ну, заодно и вам. Впрочем, вот эта карта, конечно же, описывает и вас. Вы тоже могли иметь тогда, в прошлом, мы исследуем сейчас прошлое вашего романа, тоже какие-то цели организационные, скорее так, чувства ваши и вашего избранника. Здесь тоже все, что было. Вот несмотря на то, что интерес был достаточно деловой и, может быть, немножко поверхностный, вы успели очень сильно привязаться и чем-то пожертвовать ради вот этого партнерства. Жертва могла выражаться как-то объективно, то есть вы могли что-то или кого-то бросить и переехать, например, поменять работу, и в чем-то себя очень сильно ограничить. То есть вы отказались от каких-то возможностей в пользу тех, которые вам, ну вот как бы несло это партнерство потенциально. А для вашего избранника тоже все в какой-то момент стало серьезнее. Он не представлял, во что впутывается, потому что, как гром среди ясного неба, посыпались новости, выбор,
И, в общем, в какой-то момент, да, действительно, все пошло не так, как вы оба планировали. Странную историю описывают карты. Это не любовь вроде бы, и в то же время и вам, и вашему теперь уже бывшему любимому человеку достаются старшие арканы и карты с очень выразительным, глубоким смыслом. Поэтому знакомство, может быть, и было у вас с средненькими какими-то сомнительными взаимными целями, а потом сами не заметили, как увязли и получили впечатления, которых не ждали. Да, Вселенная любит пошутить, как известно. Человек предполагает, а высшие силы располагают. Вот так получилось в вашей истории. Следующий мой вопрос. Почему вы все-таки расстались? Ключевой, наверное, учитывая тему гадания сегодня. Кто кого бросил, в общем. Потому что иногда, даже чаще всего, это так неоднозначно, это так запутанно. Почему расстались и... Ага, почему расстались? Ну, сразу карта Луна, тайна. Загадка даже для высших сил, даже для Вселенной, которая вас когда-то познакомила, свела, наградила вас и жертвами, и чувствами. И сейчас вопрошает. Вот так вот укоризненно смотрит Луна на вас сверху, на вас, на него. Вы в разных местах, но удивляется, пожимает плечами. А что же за дураки такие? Зачем же они так профукали вот эту всю любовную историю? Наверное, могли быть счастливы. Но все-таки кто хуже себя повел? На ком ответственность-то лежит? Ого. Ваш избранник был несколько мелок и нерешителен. Нерешителен так чуть-чуть, но в основном мелок. То есть он хотел обойтись, он хотел разгребать большие объемы детской лопаточкой. Ничего крупного не сделал. Даже тогда, когда было понятно, что это надо делать. Может быть, не решился настоять, не решился отбить вас в конце концов или убедить с ним уехать, умчаться куда-то. Что-то делал. Довольно рационально, знаете, подошел так, как подошел к вашему союзу, даже когда тот разваливался, как к работе. Думал, что не увидел конца, не увидел проблему, не испугался, не успел испугаться. И вообще не увидел, когда вы расстались, не заметил этого, потому что казалось, что это живая история, история в процессе, ничего не ушло, все поправимо. Ну, знаете, так вот люди часто обольщаются и думают, что поезд будет 100 раз через их станцию проходить. А у вас просто был другой мужчина в тот момент. Другой мужчина, человек, который достойный, скорее всего, да, вполне уважаемый, достойный человек, с которым вы были, находились тесно, может быть, даже в браке, и который, имел авторитет, имел вес. Здесь мы не оценим личностные характеристики, потому что он же у нас все-таки третьей стороной, сбоку идет. Но было соперничество, а вот тот, на кого мы сейчас с вами гадаем, как бы этого не заметил. Решил, что что с этим можно разобраться без войны, без какого-то радикального вмешательства. Ох, это распространенная ошибка. Следующее. Кто теперь страдает больше и кто больше хочет все вернуть? Давайте посмотрим, вообще энергетически осталась связь между вами или нет. И да, и нет. Знаете, как карты говорят, и осталось, и нет. Вы на каком-то нуле. Все прошлое обнулилось, вот все закончилось. Чувства, которые вас связывали, и обиды, может быть, ожидания. Вот все именно сейчас. Но мы действительно время такое переживаем, когда много явлений, событий жизненных подходит к своей какой-то нулевой отметке. И вот в вашем в романе сейчас
Счетчик отмотан на 0. Смотали его высшие силы. Делайте, что хотите. Наверное, это так. Но посмотрим дальше. Итак, кто же страдает, кто заинтересован в возвращении? Ну, вы. Вот представляете, вот несмотря на, не знаю, чтобы вы не думали, вы не просто хотите вернуть бывшего любимого, но вы даже предпринимаете какие-то магические действия. Для этого я, естественно, имею в виду простую бытовую магию. А знаете, она какая? Это ваши мысли, это, может быть, ваши сны о нем, это ваши думы. И вот всякий раз, когда платье выбираете, вспоминаете же его и думаете, да, как бы вот этот парень оценил мой новый наряд. Это тоже, это все бытовая магия, и так или иначе это создает какие-то путы, привязки. Он, ваш избранник, увы и ах, вообще не думает сейчас о возвращении, потому что, ну вот как-то, во-первых, может и думал когда-то. Если вы давно расстались, то ответ очевиден, он на поверхности, просто прошло время. Время стерло под 0, вот таким вот своим волшебным ластиком в голове и в сердце нашего героя. Все буквально, хорошее и плохое в вашей любовной истории. В общем, он считает, что любые возвращения, планы о возвращении обречены. Не хочет, не думает, не вспоминает сейчас. Ушла так ушла, ушел так ушел. Ну, тем не менее, может быть, вас это утешит. У вашего бывшего какое-то депрессивное состояние про вас. Когда кто-то или что-то ему про вас напоминает, он просто погружается в какие-то вот совершенно, может быть, чудовищные эмоции, негативные, но не более того. Знаете, такое погружение без выхода, без подъема на поверхность. Вот просто погружается, может быть, замолкает, сожалеет, но это очень пассивно, это все равно спиной стоит к этой истории, абсолютно спиной. Ну, может ли что-то быть между вами? Давайте уж так вопрос ребром. Может ли что-то быть и будет ли? Вот сейчас переключимся на будущее. Ой. Если и будет, то как бы совсем-совсем не близко, потому что сейчас затор. Затор, буквально вот какой-то энергетический затор между вами невозможно, говорят карты. Ну, не радикально, может быть, это прогноз не до конца жизни, но вот именно сейчас, знаете, кто-то очень сильно жадничает, кто-то встал в позу такую самолюбивую и не собирается делать первого шага. Может быть, опять же, повторюсь, прошло слишком много времени, и здесь уже рамки сугубо индивидуальны. Для кого-то 20 лет не срок, а для кого-то 2 недели. Это уже повод все начинать с чистого листа. Поэтому сейчас застой. Нет, у вас карты выдают влюбленного героя, совершенно другого мужчину, просто совершенно другого мужчину. То есть вы скоро, сейчас, завтра, через неделю эту историю, от этой истории начнете обходить. Или, может быть, временно переключитесь, забудете, потому что вас ждет какой-то роман другой, влюбленный рыцарь. Так вы вообще полностью, вот видите, ваша сторона, она вся в мужских персонажах. Поэтому непонятно. Вы вроде бы как расставание оплакиваете, а в то же время личная жизнь как-то бьет ключом. Ну или собирается забить. Била и собирается забить, так скажем, если сейчас ее нету. Со стороны нашего героя что мы видим? Ну опять, знаете, боится. Я понимаю, что, скорее всего, если вы помните этого мужчину, он, наверное, мужественный и смелый. Наверное, он достоин ваших воспоминаний. Но здесь он выглядит, знаете, вот просто мелко. Тут не доделал, тут разочаровался, опустил руки, а тут просто испугался. И знаете,
какой-то мнимой конкуренции. То есть он не верит в возможность примирения в основном из-за вас, потому что считает, о, ну у нее-то вообще все давно, отлично, и, в общем, никаких, ну, по крайней мере, инициативы такой понятной, что ли, которую вот пощупать можно, здесь нету. Ну и, конечно, я хочу здесь кинуть заключительную карту, как же без нее. А в принципе, наша женская душа же всегда, а как было бы? Мы любим вот сослагательные наклонения. Кстати, в некоторых языках мира сослагательного наклонения вообще нету. И невозможно даже создать подобную конструкцию. Но у нас есть, воспользуемся этим. А что было бы вообще, вот если бы вы сейчас раз, как по хлопку, оказались вместе рядом? Были бы вы счастливы или нет? Вам пришлось бы много работать над вашими отношениями. Несчастливы не были бы, говорит карта, но и просто так в виде подарка взаимопонимания не свалилось бы. Не свалилось бы. То есть это был бы какой-то, ну знаете, это была бы любовь как ремесло, любовь как ежедневный радостный, созидательный труд. А до романтики здесь очень-очень-очень далеко. Спасибо. Если вы выбрали карту номер 2, вариант номер 2, то заглавная карта опишет, что же было между вами на самом деле. А была ли любовь? Зададим так вопрос. Ого! Ну да, конечно, была. Еще бы, колесо фортуны. Самая красивая, самая выразительная, самая счастливая карта в колоде Таро выпадает вам. Счастливой теперь ее сложно назвать, потому что мы все-таки про расставание говорим. И тем не менее, в вашей встрече была какая-то длань судьбы, проявление воли высших сил. Встретились не случайно. Впрочем, вот эти неслучайные парадоксальные обстоятельства знакомства, конечно, у всех очень и очень разные, но наверняка вы можете вспомнить противоречия и явные такие вот как бы ситуационные несостыковки. Все, когда ничего не располагало, когда по всем объективным признакам встреча не могла случиться. Ну что ж, пока похоже, что вот этот человек, который сейчас далеко и был вашей судьбой, я так, знаете, смело использую вот эти вот глаголы в прошедшем времени, был, потому что, напомню, наше гадание сейчас для расставшихся людей, у которых рассыпалась просто в прах любовная история. И ваши чувства и чувства партнера сейчас посмотрим. Вы очень сильно заблуждались во всей этой истории. Просто очень сильно от начала и до конца. Ну вот знаете, как бы хотели заблуждаться и заблуждались, потому что вы путали любовь с дружбой, вы испытывали какие-то дружеские, ностальгические вот такие вот настроения, и в итоге, наверное, было сложно отделить романтику от неромантики. Роман или брачные перспективы, семейные. Брачных перспектив, даже ожиданий или желаний с вашей стороны либо совсем не было, либо были они какие-то дружеские, знаете, такие вот ручку пожать и поговорить. Но очень теплые, очень теплые. Карта-то добрая, карта такая прям располагающая, то есть вы рады были всегда видеть этого человека. Ну, такие трогательные, нежные, трепетные чувства, просто поцеловать в затылочек с вашей стороны. С его стороны была хитрость. Ничего себе, он вас как-то использовал. Вот видите, то, что встреча и любой роман были по судьбе, совершенно не гарантирует какие-то правильные, конструктивные чувства людей друг к другу, потому что с его стороны был обман какой-то, знаете, такой заведомый или вновь возникший, знаете, как умысел. Вновь возникший, да, из-за вновь открывшихся обстоятельств, неважно. Был какой-то период выразительный в вашей истории, когда вот этот герой вас очень сильно обманывал и знал это. С
следующий вопрос. Почему вы все-таки расстались? То есть, а на самом деле, кто же кого бросил? Вот так я хочу картам вопрос задать. Это всегда неоднозначно, я вот вам точно говорю. На примере многих людей это вижу. Итак, ну, вообще идеи бросания и какого-то драматического расставания, похоже, что тут нету. Просто вот случилась такая остановка, кто-то закрылся. И закрылся сначала, ну, мы все так делаем, закрываемся по чуть-чуть, сами того не замечая, рассчитываем, что это легко можно преодолеть. И в любой момент мы раскроемся и снова выйдем к миру, в данном случае к партнеру. Нет, Вселенная, она заставляет нас, особенно вот в любовных историях, все-таки она заставляет нас очень отслеживать собственные эмоции, слова, поступки в масштабе даже каждого дня. Нет, нельзя промолчать один день и ничего не испортить или там не поменять. Вот какая-то такая история вышла. Знаете, кто-то неожиданно решил подумать, отстранился. Может быть, вы, может быть, ваш избранник, скорее всего, оба. Может быть, случилась разлука, тоже вот не радикальная, небольшая, не далекие расстояния вас разделили, но позволили себе не видеться 2 дня, потом позволили себе не писать неделю, а там уж и 3 месяца, разлуки не за горами. В общем, знаете, такая обычная история, просто без мотивации. Когда много-много маленьких причин, кто-то занят, кто-то подостыл. Была ли ваша вина или вашего партнера? То есть кто больше-то уходил, покидал эти отношения? Ну, сначала про вас. С вами что-то внезапное произошло, что-то спонтанное вот именно произошло с вами, в вашей жизни, в вашей голове, в вашем сердце, неважно. Скорее всего, кстати, обстоятельства-то довольно счастливые, то есть вам в чем-то повезло, и вы из-за этого переключились, вышли, тоже не думая, что навсегда из этой любовной истории, знаете, как внезапный фактор, тоже от судьбы. Вот как судьба затеяла между вами эту историю, так судьба вас под локоток толкнула и из нее сбежать. Ну а как же? Кто платит, тот и музыку заказывает. Высшие силы свой сценарий разыграли. Я не вижу здесь каких-то ваших принципиальных провалов. Ну да, вы, может быть, поторопились сделать выводы, но никто ни с кем не конфликтовал, обиды нет совсем, никакой тяжести на сердце нет. А ваш герой уж тем более не сможет сейчас объяснить, почему вы расстались, потому что, пожмет плечами и скажет, не знаю, как будто бы закрутили его мелко, хорошая карта, но мелко, как будто бы закрутили его мелкие бытовые хлопоты, где-то пожалел денег, где-то пожалел времени, где-то выбрал просто удобство, стабильность, достаточное и необходимое. Достаточное и... Выбрал достаточно и необходимое. Подумайте, может быть, он выбрал другой дом, или другую семью, или параллельную какую-то другую историю, вернее, другую историю, с которой вы существовали параллельно. Потому что какой-то мелкий выбор случился в его жизни, тоже не... Страсти не бушуют в истории расставания явно. Кто теперь страдает и кто хочет вернуть? То есть вот именно сейчас энергетически есть ли между вами вот эта струна, что ли, натянута, какая-то энергия общая есть между вами или нет? Боюсь, что нет, увы, потому что как бы вот прям совсем-совсем в настоящий момент. Правда, по пятеркам все заканчивается для того, чтобы вернуться. Может быть, вы вот так вот забыли окончательно друг друга, ничего не чувствуете. Головой, понятно, помните, амнезии нет ни у кого, событийно прекрасно все можете восстановить, чувств нет ни у кого сейчас. Не связаны вы вот этой вот невидимой нитью каких-то взаимных переживаний. Но не слишком крупная эта карта. Тоже, знаете, вообще...
Какой-то бытовой расклад получается такой, как будто бы мы прям картошку купить собираемся, а не любовь вернуть. Но тем не менее, сейчас страдания как таковые отсутствуют полностью. Почему? И я скажу почему. Потому что у вас голова, сердце, мысли, а может быть и дом заняты просто другим человеком. Это карта крупная, это старший аркан, и это персонифицированная личная энергия, это действительно другой мужчина. И неважно, реально ли это мужчина, с которым вы действительно в браке, например, состоите, или это просто другой человек, вот просто не тот, на кого вы сейчас поставили, а про которого вы больше думаете, с которым вы, может, тоже расстались, но который страдать заставил больше или оставил лучшее впечатление, больше врезался в душу, вам запал. В общем, у вас все мысли и чувства о другом. Не знаю, зачем вы про это вот спрашиваете. А вот ваш герой, тот самый бывший, условно мы сегодня его так называем, пребывает в какой-то своеобразной гармонии. Ох и тревожной может быть вот эта карта в данной позиции, потому что она отличная, но она очень статичная. Она говорит про какие-то завершения, возможно, он сейчас переживает какой-то из возрастных кризисов, который буквально переламывает его жизнь и перемалывает его жизнь. И он на пороге новой жизни, новых этапов, новых открытий. Может быть, вот в этой новой жизни у вас найдется место друг для друга. Не знаю, посмотрим. Станет ли кто-то что-то предпринимать, чтобы чтобы вы снова стали вместе? Кто пойдет мириться? Ну, вам тут мириться не надо, вы не ссорились. Так, от вашего героя, от мужчины, на которого вы гадаете, инициативы не ждите, у него другая женщина. Или женщины, что даже более вероятно, потому что здесь такие идут размазанные женские энергии. В общем, его сердце и голова сейчас, теперь, вернее, и в ближайшее время будут заняты другими женщинами. Ну, даже если одной, ладно, потому что она, наверное, того достойна. Скорее всего, это такой набор, цветник, гарем. И ждать счастливого возвращения, восстановления, похоже, что сейчас не стоит, потому что это приведет к слезам, каким-то ненужным страхам, то есть разбередите рану себе. И вам это не особо-то надо, потому что вот вас ждет какая-то новость, другая. Если принципиальный вопрос у вас именно так стоит, что вот стоит вам проявлять инициативу, делать примирительные шаги, надо ли писать, звонить, и, как бы совет. Вы можете что-то делать, что-то сделать. Неплохо будет, если вы после долгого молчания сейчас, например, затеете переписку с вот таким вот удаленным бывшим партнером, но романтики никакой. И вообще, знаете, во всем раскладе, вот вы же услышали, я не использовала слова «любит», «влюблен». Расклад лишен романтизма. Он какой-то был необходимый. Вот самое, пожалуй, выразительное, что можно сказать, ваша встреча была необходима судьбе. Но каким местом, каким боком вы под этот маховик попали, это уже разбирайтесь сами, потому что судьба могла работать не... Судьба всегда работает, не особо заботясь о нашей пользе, лично вот о нашей, потому что там могли быть интересы других людей, и знакомство неизбежное, роман был неизбежный, спектр и набор эмоций друг к другу были неизбежные. Ну а дальше вы, может быть, отработали, вы, может быть, очень быстро, там даже за какой-то короткий срок всю эту задачу эволюции отработали,
эволюционные задачи, да. И дальше каждый пошел своей дорогой. Если вам есть что предложить, скорее вот Пентакли вот такие говорят про... Если вам есть что предложить этому человеку, ну вот что-то такое понятное, рациональное, то пишите, звоните. Он будет рад, нормально. Ну и, конечно, наше гадание было бы неполным без такого вот вопроса. А что было бы, сослагательное наклонение используем, не люблю, но схема расклада требует. Что было бы, если бы вы вот вдруг, как по щелчку, вдруг внезапно сейчас оказались бы вместе с этим человеком? Ждало бы вас счастье. Карты прям исключают даже частицу «бы». Вот исключают. Не надо, не мечтайте, не думайте, потому что это невозможно сейчас по техническим причинам. По техническим, по разным. Разлука, или кто-то болеет, заборы, набор внешних обстоятельств, другие люди вокруг. В общем, нет по всем пунктам. Но это четверка. Четверки карты небольшие, и они масть никогда не заканчивают. Они все имеют, сюжеты четверок всегда имеют какое-то продолжение. Потом в пятерках, когда становится хуже, потом в шестерках, когда находится выход. Поэтому в целом я бы охарактеризовала эту историю как не безнадежную. Просто не сейчас. Возможно, это не ваш год. Загляните в ваш соляр персональный, посмотрите. Может быть, у вас вообще год не для любви, скажем, а для карьеры. Поэтому оставьте пока эту тему. Ну, как бы все возможно, но не теперь уж точно. Спасибо. Если вы выбрали для себя вариант номер 3, следующее гадание для вас. Вот эта центральная ключевая карта расскажет, а что же между вами было, одним словом, как называлось то, что вас связывало вот с этим человеком, про которого вы теперь спрашиваете. Ой, как трогательно, как нежно и мило. Я ждала сегодня хотя бы одну такую карту увидеть. Карта про любовь. Была между вами просто любовь. И карта простая, и вот этим она хороша, она без тайных течений, без массы негативных, неуловимых, тонких подсмыслов, потому что это просто любовь, это радость времени, проведенного вместе, это доверие, это изобилие, это любовь в самом ее простом, природном, инстинктивном понимании, которое нам, собственно, дано. Вот по этой карте возлюбленные друг друга очень любят, например, рассматривать и слушать, потому что есть какое-то умиление, есть какое-то абсолютное принятие один другого. Ну, знаете, как вот на котяток мы смотрим и щемящий восторг испытываем, потому что не видим недостатка. Вот примерно такая же история случилась между вами. Она интересная, она прекрасная, самое главное, редкая, потому что люди друг в друге любят копаться и ковыряться, и находить какие-то недостатки. Еще хуже, конечно, то, что стремятся друг друга резко бросаются исправлять. А вот вы не хотели исправлять. Вот не хотели исправлять. Вот вы поняли и видели сразу, что рядом с вами совершенство. И вы сами и себя рядом с совершенством почувствовали. Вы купались в любви, купались в этих понимающих словах, в этих взглядах восхищенных. Были чувства, теперь детали с вашей стороны и со стороны вашего любимого человека. Вы почему-то были не свободны, не свободны. Почему? Очень много обстоятельств в жизни всегда нам создают несвободу, особенно если вы несвободный человек гороскопически от рождения. Я знаю, есть такие гороскопы, благодаря которым, да,
сомнительная польза, конечно, благодаря которым их обладатель становится очень глубоко внутренне несвободным, таким скованным человеком. Это человеком, который живет постоянно в плену ограничений в веревках, которыми себя обвязывает сам. Вот, а здесь, ну, может быть, да, ваша несвобода, незрелость, эмоциональное несовершенство, плюс еще и набор обстоятельств. А самое главное, это вмешательство третьих лиц. Вот именно с вашей стороны, не с его, а с вашей стороны были люди, достаточно одного или одной, которые, ну, не дали вам действовать сообразно, конструктивно в этой истории. Драма, любовь и драма сразу вырисовывается. Ну а ваш избранник, ваш любимый человек, ваш герой, про которого вы теперь спрашиваете карты, ради вас был готов на все. Даже вот так вот отправиться с посохом к незнакомому берегу, куда-то пойти. Он искал выходы, он видел эту вашу несвободу, имел какую-то определенную свою, действовал, скорее всего, все время мимо, потому что иначе бы вы не расстались, однако он искал путь к вам, искал и был готов рисковать, и рисковал, и шел, и, может быть, терял даже, терял. Вас потерял, но что-то терял на пути к вам тоже. Дальше. Почему же вы все-таки расстались? И сейчас ключевой вопрос такой вот, тадам. Кто же все-таки кого бросил? Хотя я вижу запутанную историю. Изначально здесь, может быть, и бросать-то не пришлось. Кто-то постарался, чтобы вы расстались, я вам точно говорю. И старался сильно. Расставались с любовью. Как была любовь, так и в момент расставания она никуда не делась. С мясом вырвали друг друга из сердца. Зачем это, мы, может быть, позже разберемся. Никто никого не бросал, друзья мои. И вот это, наверное, самая грустная история вот этой третьей, самый грустный момент вот этой вот третьей истории, потому что как влюбленные расставались, как две половинки одного целого. Выбор сделали, выбор осознанный, болезненный, головой думали, сердцем думали, придумали что-то не то явно, ну как всегда. Может быть, не было достаточного, ну вот знаете, знания, опыта. Вот, если вы тогда, когда расставались, или теперь юные, были юные, или теперь юные, то тогда вообще все объяснимо. Как жестокие дети. Умеют влюбляться, не умеют любить. Классическая история. Фраза из песни популярная. Это. С вашей стороны ошибок и у меня-то сердце защемило. Вот сегодня впервые в рамках вот этого гадания, в рамках этого видео у меня появляются карты про любовь. Я уже думала, не дождусь. Но грустно, потому что в заголовке у меня обозначено расставание. Да? Почему вы расстались? И здесь любви столько было, что страшно представить. Для вас, возможно, это была вообще любовь всей жизни. Ну, это не приговор, конечно, не до пенсии прогноз. Но в каком-то периоде вашей жизни вы сумели полюбить, вы сумели познать себя, вы сумели увидеть совершенство и божественную сущность другого человека, вы сумели понять, простить и раствориться без остатка в этом чувстве. Ничего себе. Ну и примерно такая же история, в общем-то, со стороны вашего избранника была. Однако, вот она, эта злодейка. Есть она все-таки здесь. Была соперница. Рядом с ним женщина не злая, скорее всего, искренняя, тоже, скорее всего, тоже с искренними к нему чувствами. Но она вмешалась. Она вмешалась, не хотела зла, не хотела. Не соперница даже она была. Вот это не свобода, если вы от нее ее получили, если вы, скажем,
Ну, прервали вот эту любовную историю, оглядываясь на другую женщину зря. Это порождение вашей головы, вашего сердца. Не свобода в вас была. Вы сами себе это соперничество и эти веревки, путы придумали. Потому что вам зла не хотели. Подпортили, да. Но это не злодейство такое вот прямое. А кто теперь страдает и хочет вернуть, чтобы все вернулось назад? Ну-ка посмотрим. Мне уже прям становится нестерпимо интересно. Угу. Страданий нету, никто слезами не обливается, потому что, наверное, все неубиваемые оптимисты и все верят в лучшее и в то, что у вас еще все вместе, все снова получится и сложится. Ждите новостей, будут новости, кто-то ждет новостей. А на самом деле вот эта вот карта суд в данной позиции, она описывает какие-то информационные потоки, которые между вами сейчас есть. И это значит, что вы друг друга не забыли, что какая-то ниточка энергетическая есть между вами. И она именно такая понятная, она реальная. То есть, может быть, это вот те самые ресурсы информационные, которые мы теперь имеем в достатке, и можно написать и позвонить. Он ждет, возможно, чтобы вы его рассмотрели и дали о себе знать. Вы ждете того же. А самое главное, что это как-то очень реально и очень близко. Знаете, вот прям хоть сегодня вечером можете затеять. А с вашей стороны тоже страданий-то, в общем-то, особых нету, потому что вы считаете, что ничего и не произошло, не успели. Может быть, расставание случилось в какой-то просто переломный момент в вашей жизни, может быть, вас тогда больше всяких других вещей отвлекало. Не успели пострадать, да и теперь не сильно оплакиваете. Ну, вам кажется, что руку протяни, и все можно вернуть. И оно, что интересно, оно и так. Ну, а наш герой, так он вообще спит и видит, чтобы вы вернулись, чтобы вы снова стали вместе. И самое главное, правда, не страдает, а истово в это верят. Какой-то вам действительно оптимистичный герой встретится. Не стрелец ли? У меня родилось подозрение, потому что огненные люди, обычно только огненные люди, львы и стрельцы, обладают вот таким вот бешеным запалом, неистребимым оптимизмом. И могут дотянуться до звезд в любой момент времени. Вот. Мечтает, готов действовать. Скорее всего, кстати, что-то делает, как-то предпринимает. И вообще полон тепла, энергии, любви, ну, какой-то задумки, что ли, каких-то, кстати, активных планов Солнца. Эта карта вообще-то активная. Она описывает человека вот в такой позиции, прям вот бери и делай. Поэтому не сидит сложа руки, даже если вы этого пока еще не почувствовали. Итак, а что же будет дальше впереди? Кто пойдет мириться? Хотя вам мириться не надо, вы не ссорились. Ну, это так называется по-русски. Кто сделает первый шаг? Как вы окажетесь вместе или не окажетесь? Карты хорошие, карты горяченькие. Я вижу, что вы можете хоть завтра воссоединиться, но по факту-то это же может быть совсем по-другому все. Увы, да. Возможность, только возможность я вижу здесь. Вот именно возможность. Все тузы в колоде Таро описывают шансы, большие жирные шансы, которых люди так любят пропускать и не пользуются ими. Большая возможность есть сейчас, откроется завтра и не закроется ни через месяц, ни через неделю, только вы ее не возьмете пока, потому что вы заблуждаетесь. Вы, вот конкретно, это ваша карта, вы очень сильно заблуждаетесь относительно себя и своей роли в этой истории. И путаетесь в показаниях вообще на тему, что было и как все закончилось. И сейчас, теперь, вы, может быть, вас одолевает гордыня и сомнения из категории
Дальше все зависит от вашей самооценки. Здесь разброс большой от «зачем я ему нужна» до «да он мне в подметке не годится». Иллюзии, иллюзии. Для того, чтобы вы воссоединились с этим человеком, вы оба, у вас хватает ресурсов, любви вам Вселенная отмерила, на двоих полно. Но вы как минимум должны прозреть, а он должен проявить какую-то хитрость. Проявить какую-то хитрость. Он должен не просто вот так вот улыбаться и ждать, что все снова станет хорошо, а он может быть вот как эту хитрость, вот чтобы вас обойти, вашу несвободу, чтобы вас как-то уговорить, извернуться. Может быть, даже вот объективно он должен как-то, ну что ли, выйти на вас, подтолкнуть вас, чтобы вы были смелее, поверили в себя и в будущее этой любовной истории. Ну и теперь, естественно, вишенка на торте, финальная карта в раскладе. А что было бы? Вообще, конечно, психологи категорически запрещают использовать в повседневной речи сослагательные наклонения, потому что это выдает, во-первых, незрелость эмоциональную личности, а во-вторых, всякий раз, когда мы думаем о том, что могло бы быть, мы пропускаем реальные возможности в режиме реального времени. Но сейчас гадание, сейчас нам простительно. А вот гипотетически смоделируем ситуацию, что было бы, если бы вы вот завтра, без всяких сомнений и препятствий, вдруг, как по мановению волшебной палочки, оказались бы вместе с тем, на кого мы сейчас гадаем. Ну-ка. Угу. Вы оказались бы в обстановке, в районе боевых действий, в обстановке очень похожей на боевую. Вам пришлось бы бороться, противостоять обстоятельствам, друг другу, себе. Вам пришлось бы проверять себя на прочность во всяком диалоге и на любом свидании. Идиллической картинки бы не было. Она, может, и предполагалась для вас когда-то, когда вы встретились и начали быть вместе, когда начали друг друга понимать. Теперь либо обстоятельства, либо Вселенная обиделась за то, что вы их подарка не оценили. Для вас это было ох-охо, какой подарок, любовь всей жизни. То есть даже через усилия, если вы сейчас вернете эту историю, как-то постараетесь, то готовьтесь работать дальше. Само собой ничего не сложно. Но тем не менее, вот эта девятка карта хорошая. Она на самом деле достается смелым, она достается умным, она достается таким, которые, в принципе, и личное счастье получают в этой жизни как трофей, потому что умеют ценить только то, за что они поборолись. Спасибо.